Индийская компания инвестирует $500 миллиарда в американскую сталеплавильную отрасль. Совместное предприятие ThyssenKrupp и Tata Steel под угрозой срыва. Европейские производители стали снизили объемы в октябре. Это и другая информация в еженедельном выпуске Metal News. Программа выходит при поддержке группы компаний Техэнергопром. Индийская компания JSW Steel инвестирует $150 миллионов в строительство своего завода Бэйтаун в американском штате Техас. Компания заключила контракт с итальянским поставщиком металлургического оборудования Tenova, который построит на предприятии электродуговую печь, 2 установки печь-ковш и вакууматор. Общая сумма инвестиций JSW Steel в американское предприятие, выпускающее толстолистовую сталь и трубы, составит $500 миллионов. И прежде всего эти средства будут направлены на создание электросталеплавильного производства, установку 2-го толстолистового стана и 2-й трубоэлектросварочной линии. Ввод в строй новых объектов намечен на март 2020 года. Европейская комиссия начала более глубокое расследование запланированного стального совместного предприятия ThyssenKrupp с Tata Steel, опасаясь, что эта сделка может поднять цены и нанести ущерб свободной конкуренции на рынке ЕС. Аналитики ранее прогнозировали, что такое расследование возможно после аналогичного случая у ArcelorMittal с итальянской Ilva. ThyssenKrupp и Tata Steel в начале этого года представили планы объединить свою сталелитейную деятельность в Германии, Нидерландах и Великобритании, чтобы стать вторым по величине стальным производителем в ЕС после ArcelorMittal. Комиссия обеспокоена тем, что после сделки клиенты столкнутся с сокращением выбора поставщиков, а также с более высокими ценами, говорится в заявлении исполнительной власти ЕС. Рост в немецкой обрабатывающей промышленности замедлился в сентябре. Новые экспортные заказы резко упали. В сталелитейном секторе цены в целом были стабильными с небольшими негативными корректировками в октябре. Сталевары продолжают пытаться обеспечить рост. Рыночный спрос является разумным, за исключением транспортного сектора. Запасы сервисных центров относительно высоки. В настоящее время предложение по импорту в третью страну немного ниже европейских котировок. Несмотря на то, что производители стали продолжали настаивать на повышении, в октябре цены на сталь во Франции оставались стабильными или даже немного снизились. Активность не поднималась с лета. Дистрибьюторы жалуются на медленный октябрьский рынок с уменьшенными объемами продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Италии рост цен на сталь в октябре изменился. Основной спрос слабый. Дистрибьюторы сообщают, что продажи сократились по сравнению с предыдущим месяцем. Их клиенты откладывают размещение заказов, поскольку цены на них снижаются. Коэффициенты перепродажи слабые, и многие продавцы с дисконтированием сильно страдают. Поскольку цены перепродажи дистрибьюторов снизились, они в свою очередь добиваются сокращения от заводов. Рыночные настроения ослабли в Великобритании в октябре. Отмечается растущая неопределенность в отношении возможного результата переговоров по Brexit. Спрос от автомобильного сектора особенно проблематичен. Цены на несколько продуктов от заводов-производителей смягчены, частично из-за колебания обменного курса валюты и давления, чтобы соответствовать импортным предложениям из Турции. Сервисные центры имеют достаточный запас, чтобы позволить им отложить принятие решений о покупке. Испанский производственный сектор зафиксировал замедление темпов роста в конце третьего квартала. Рост цен в 20 евро за тонну, обеспеченный отечественными сталелитейщиками в сентябре, был практически уничтожен в октябре во время переговоров по декабрьским поставкам. Высокий уровень запасов в сервисных центрах и ослабление спроса привели к сопротивлению покупателя завышенным ценам. В настоящее время поступают объемы импортируемого материала, заказанного ранее в этом году. В середине октября китайские металлургические предприятия незначительно сократили производство. Стоит отметить, что выплавка стали продолжала расти после снижения в середине августа. Складские запасы готового проката за рассматриваемый период выросли, демонстрируя признаки ослабления спроса. В период с 11 по 20 октября суточный объем выплавки стали на заводах-членах Китайской ассоциации производителей чугуна и стали незначительно снизился на 1,83% до 1,95 миллионов тонн. Стоит отметить, что в сентябре среднесуточная выплавка стали побила новый рекорд, достигнув 2,7 миллиона тонн, согласно данным NBC.
В начале октября китайские производители продолжили наращивать выплавку. В середине месяца суммарный объем производства по стране снизился на 1,5% до 2,48 миллиона тонн в день. С 11 по 20 октября власти 10 городских округов провинции Хэбэй, включая округ Таньшань, распорядились, чтобы все местные производители снизили загрузку агломерационного оборудования и шахтных печей на 50% на период с 11 по 18 октября, поскольку был объявлен второй уровень тревоги из-за угрозы сильного смога. Хотя ограничения не распространялись на доменные печи и конвертеры, они показали влияние на объемы выплавки за этот период. Запасы готовой стальной продукции на предприятиях-членах ассоциации выросли на 2,3% или 289,9 тысяч тонн до 12,9 миллионов тонн по сравнению с началом октября. Вы смотрели информационно-аналитическое обозрение Metal News. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не оставаться в стороне от основных событий мирового рынка металла.